Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Думаю, многие знают, что блок питания – это ключевой компонент любого ПК. Поэтому давайте сегодня разберемся, как выбрать блок питания, какие они бывают и на что стоит обратить внимание при выборе. Ну и как всегда посмотрим на топ блоков питания, которые сейчас можно найти на рынке блоков питания. Ну а перед тем, как мы перейдем к выбору блока питания, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех актуальных комплектующих. И начнем мы сегодня с базовых знаний про блоки питания. Первым делом вам нужно будет определиться с мощностью блока. Для этого необходимо подсчитать TDP всех ваших комплектующих. Например, у вас есть процессор с TDP 65 Вт и видеокарта на 150 Вт. Мы уже получаем потребление в районе 215 Вт. Но не стоит забывать, что материнская плата и жесткие диски с кулерами тоже потребляют электроэнергию с нашего блока. Она не такая большая, как процессор и видюха, но все же ее нужно просчитать. Чтобы не париться и не высчитывать потребление кулеров, лучше просто взять полученное значение в 215 Вт и умножить на 2. Так как блок питания должен быть процентов на 30 мощнее, чем потребляет ваше железо. И получается, для такой сборки нам хватит блока питания на 400-450 Вт. Но не все так просто, как хотелось бы. Это мы сейчас посчитали потребление по 12 вольтам, а в дешевых блоках питания оно, как правило, меньше, чем сама мощность, заявленная на блоке. Так что следует всегда ориентироваться не по общей мощности, а по мощности, которую блок питания сможет выдать по 12-вольтовой линии. Дальше в выборе блока питания стоит вопрос проводов. Если вам необходимо подключить очень много кулеров или накопителей, то обязательно стоит обратить внимание на количество SATA и Molex разъемов. Остальные же разъемы, как правило, присутствуют во всех блоках. Еще немаловажным критерием стоит длина, особенно у дешевых блоков. Например, у 450-ваттного FSP Pioneer провода питания процессора очень короткие, и в корпусах с нижним блоком питания его не хватает. Также имеет смысл смотреть на толщину провода. Чем толще провод, тем больше нагрузку можно на него повесить. Также блок питания бывает модульный, но, как правило, этот тип используется в более дорогих моделях. Модульный блок питания хорош тем, что вам не придется держать в корпусе лишние провода, и вы спокойно сможете использовать только те, что вам необходимы. Также при выборе блока стоит обратить внимание на PFC. Это тип автоматической коррекции мощности. Обычно в блоках питания используют либо активный PFC, либо пассивный. Активный PFC, как правило, лучше обеспечивает более эффективную стабилизацию входного напряжения. Также стоит обратить внимание на сертификат 80+. Показатель сертификата, как правило, показывает КПД блока питания. Обычно лучшие блоки питания имеют очень хорошее КПД с сертификатом Gold или Platinum. Но если вы выбираете себе простой блок питания, то желательно, чтобы у блока присутствовал хоть какой-то сертификат 80+. Ну и самое главное, это компоненты самого блока питания. Но узнать, какие конденсаторы установил производитель, не всегда просто. Поэтому лучше выбирать модели от очень надежных фирм, которые, как правило, ставят хорошую начинку в свои блоки. И давайте перейдем к обзору рынка блоков питания и посмотрим на самые топовые блоки, которые сейчас можно найти. Я, как всегда, выстроил блоки питания по цене, от самых дешевых до самых дорогих. И в самом дешевом сегменте можно выделить FSP Pioneer на 450 Вт. Реально этот блок выдает 360 Вт по 12 вольтам и вообще не имеет PFC. У него довольно короткие провода, и брать такой блок питания можно только в бюджетные игровые компьютеры или в офисные решения. Вообще фирма FSP в целом очень надежная и, как правило, способна работать стабильно годами. Но я бы переплатил буквально 100 рублей и взял бы Cooler Master MVE на 450 Вт. Он уже имеет стандартный сертификат 80+, и активный PFC, а по 12 вольтам выдает честные 444 Вт. Таким блоком уже можно запитать довольно неплохую среднюю игровую сборочку. Также можно присмотреться к Zalman ZM500 LX2 на 500 Вт. Стоит он немного дороже, но компания Zalman делает весьма неплохие блоки питания, особенно в бюджетном сегменте. У него нет сертификата, но зато есть активный PFC, а предельная мощность по 12 вольтам составляет 456 Вт. Кстати, еще можно обращать внимание на защиты блока питания, но, как правило, все современные блоки имеют все необходимые защиты. А следующим блоком питания хотелось бы отметить Chieftec iArena на 600 Вт. Это весьма неплохие бюджетные блоки под довольно жрущие компы. Этот блок способен выдать 540 Вт по 12 вольтам и имеет активное PFC. Сертификата у него нету, и, откровенно говоря, реальных ватт там намного меньше. Но в целом компьютер он вам точно не спалит, и как аналог Zalman он имеет место быть. Но все же лучше взять FSP Pioneer на 600 Вт. Это уже немного другая модель в сравнении с 450 ваттной. Здесь имеется уже активная PFC и нормальные провода, а по 12 вольтам он способен выдать 492 Вт. В общем, народный топ в них дорогие сборки.
Но чутка переплатив, можно взять примерно такой же блок питания Thermaltake TR2S на 600 Вт. У него 504 Вт по 12 вольтам и присутствует базовый сертификат 80+. А вот одной из лучших фирм на рынке блоков питания можно отметить EVGA. Многие обычно не приглядываются к ней, но за свои деньги она действительно умеет творить чудеса. Например, блок питания EVGA 500B1 за свой прайс 4200 рублей способен выдать 480 Вт по 12 вольтам. И в отличие от более дешевых блоков, у него есть бронзовый сертификат. Ну и чуть дороже можно взять очень популярный Be Quiet System Power 9. У него тоже есть бронзовый сертификат, но мощности по 12 вольтам всего 456 Вт. Ну а если вам этого мало, то вы всегда можете взять версию на 600 Вт. А у EVGA есть еще один неплохой блок на 600 Вт, но уже с простым сертификатом. Это EVGA 600W1, который способен выдать 588 Вт по 12 вольтам. Также в этом ценовом сегменте имеет смысл приглядеться к Cooler Master MVE Bronze на 600 и 700 Вт. У них есть бронзовый сертификат, а мощность по 12 вольтам они выдают столько же, сколько и написано на модели. Кстати, такой блок на 700 Вт будет неплохим приобретением с запасом на будущее. Ведь такой мощности хватит даже для очень жрущего железа. И вот мы плавно подошли к дорогим блокам с большими КПД. Если во всех прошлых блоках можно было за разумные деньги взять неплохую мощность, то за большой КПД вам придется отвалить уже немалую сумму. Например, очень хороший блок питания EVGA 450GD за 5500 рублей может выдать по 12 вольтам всего 432 Вт. С одной стороны, переплачивать за Gold не было бы смысла, но чтобы добиться большего КПД, необходимо поставить более дорогие компоненты. Так что в таких блоках вы платите не только за КПД, но и в целом за более качественный продукт. Но самые топовые варианты рассмотрим чуть позже. А пока я хочу показать вам два крутых блока для очень жрущих компов. Первый из них это EVGA 700BR с бронзовым сертификатом, способный выдать 699,6 Вт по 12 вольтам. А второй Be Quiet System Power 9 на 700 Вт. Он тоже с бронзой, но способен выдать чуть меньше, а именно 672 Вт. Эти два блока в целом можно назвать лучшими блоками питания на рынке, и скорее всего вам их хватит почти под любую сборку. Но если вы хотите именно качество, то можно присмотреться к блоку питания от Superflower на 550 Вт. У него имеется серебряный сертификат и мощность по 12 вольтам равна заявленной всего блока питания. Также можно присмотреться к голдовому Seasonic Focus на 550 Вт. У него 540 Вт по 12 вольтам, но сертификат Gold. Если вам нужна большая мощность, то смело можете брать такие же модели, но с большей мощностью. Ну а самым крутым блоком питания, на мой взгляд, является голдовый EVGA Supernova на 750 Вт. Но отвалить за него придется стоимость среднего процессора. В общем, вот такой вот топ блоков питания у меня получился. Если вы правильно рассчитаете мощность вашей сборки, то любой из этих блоков будет вам служить годами. А последние и вовсе десятилетиями, так как официальная гарантия на топовые блоки обычно составляет 10 лет. Ну а если у вас есть какой-то вопрос по сборке ПК, то вы всегда можете задать мне его в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!